Андрей Тарковский. Гений при жизни, миф после смерти. Великий режиссер, создавший свой мир в кино. Такой понятный и такой непонятый. С течением времени Тарковский все больше становится легендой. Но, за словами гения и классик, теряется душа художника. Она в его фильмах. Вот есть кинематограф, а есть кино Тарковского. Тарковский режиссер номер один. Отчаянный талант. Тарковский, безусловно, самый сложный режиссер. Он разрывал собственную душу и не щадил окружающих. Он был жестким в общении. Он знал, что он хотел, и понимал, как он это все вырежет или как он это все смонтирует. Тарковский – единственный русский режиссер, которого и по сей день считают гением мирового кино. Очень важно встретить в жизни такого человека, как Тарковский. Потому что Андрей для меня – основа духовности. Тарковский – один из самых загадочных режиссеров в мировом кино. И в своем мистическом фильме «Сталкер» он непостижимым образом предугадал день, который станет для него последним. А места, где снимались фильмы Тарковского, давно стали культовыми и превратились в объекты паломничества для поклонников режиссера со всего мира. Я сам превратился в какого-то сталкера. Я начал людей водить в зону. Короткая жизнь Тарковского была полна драматических событий. Постоянные семейные проблемы, непонимание и неприятие творчества, полное изгнание в конце жизни. Тарковский принес в жертву искусству все – здоровье, семью и даже родину. Андрей Тарковский. Режиссер, снявший за свою недолгую жизнь 7 фильмов, которые стали классикой мирового кино. «Иваново детство». Андрей Рублев. «Солярис». «Зеркало». «Сталкер». «Ностальгия». «Жертвоприношение». Эти картины не только страницы в истории мирового кинематографа. В каждом кадре перед зрителями раскрывается израненная душа великого русского режиссера. Все его фильмы можно, если соединить, то это будет один большой фильм. Эстетика одна. Одни почти те же герои, которые говорят о совести. В нечеловеческих условиях он ведет себя по-человечески, а вы делаете вид, что все это вас не касается, и считаете своих гостей, вы, кажется, так нас называете чем-то внешним. А ведь это вы сами. Это ваша совесть. Он был, конечно, настоящий кинематографист. Открыл отдельный язык, который довольно сложно развивать. Я думаю, что можно ему подражать и всегда говорил, вот это под Тарковского. Но развивать его невозможно. Это тупик. Великий, гениальный, но тупик. Он был другом, но он был полон одиночества, которое отдаляло его от повседневности, от бытия. Он был полон других задач, поэтому и был бесконечно одиноким. Он был
астральным человеком. В нем какой-то был особый отдельный космос. Стойте, не двигайтесь! Фильм «Сталкер» – самый загадочный фильм Андрея Тарковского. Таинственная зона. Пророческое предсказание Чернобыльской катастрофы. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Существует мнение, что зона стала причиной ранней смерти как самого Тарковского, так и исполнителей главных ролей. Так где же снималась эта мистическая зона? Удивительно, но вход в загадочную зону находится в самом центре Таллина. Это единственное место, которое сохранилось в точности в таком же состоянии и в таком же виде, как во время «Сталкера» в 1978 году. Пойдемте. Я был стажером на съемках «Сталкера». Вот эти серые фактуры, это северное освещение, они настолько понравились оператору и Тарковскому, что они тут, в этих дворах, в этих задворках, они крутились без конца. Тут очень много метража снято. Вот буквально в этом месте стоял Land Rover Сталкера. И где наши герои легли на дно машины. Не двигайтесь. Вот сейчас мы стоим ровно на этом месте, где проезжал мотоцикл с солдатом. На каске было написано АТ, Андрей Тарковский. Стоп, Люд. Давайте Успенский собор посмотрим. Сейчас уже невозможно представить, что культового русского режиссера больше знали на Западе, чем в Советском Союзе. Фильм Андрей Рублев пролежал на полке 5 лет, но все это время картину демонстрировали на Западе в качестве образца свободного советского кино. Я считаю, что это Андрей первозванный не только для отечественного российского, но и для кинематографа мирового. Открытие Андрея произошло на Иванове детстве в мире. И стали на него смотреть. О, там появляется новая режиссура. Мама, там кукушка. В этом фильме Андрей снял свою первую жену, Ирму Рауш. С ней он учился на режиссерском факультете в ГИКа. История их женитьбы в то время потрясла весь институт. На курсе комсомольское собрание собрали. Один из наших сокурсников начал обвинять Ирму Рауш в том, что она, в общем, обманщица и почти что, извините, пожалуйста, не очень моральная, мягко говоря. И это публично. И вдруг стал Андрей говорить: Ирма, давай уйдем отсюда. Взял Ирму за руку и ушли. 2 дня их не было. Но 3-й день они появились и сказали: мы муж и жена. Это была вообще так, тишина вообще. И когда стали все поздравлять, у меня такое ощущение, он как бы защищал ее полностью. Это самый безоблачный период в жизни Тарковского. У него любящая, добрая и заботливая жена. В 1962 году рождается сын Арсений. Тарковский снимает свой первый полнометражный фильм, который благосклонно принимает начальство. Я снималась у Андрея Тарковского в Ивановом детстве. Ну, а зовут вас как, товарищ лейтенант медицинской службы? А? Маша. Я помню нашу встречу с ним. Иду по дворику
Мосфильм, и вдруг из окна: девочка, поднимись сюда. Вдруг вбегает человек, кусает ногти и стучит ногой. Я тихонечко спрашиваю, кто это? Говорит, это Тарковский, режиссер. Давай помогу. Я сама. Сама. Эх! Мы объездили весь мир, и первый «Золотой лев», награду такую, как «Золотой лев», мы получили вместе с ним. Мы рады, что 1962 год принес успехи советского кинематографа на одном из самых представительных кинофестивалей в мире в Венеции. Уже тогда молодой режиссер отличался особой манерой работы с актерами. Он мне еще на пробе объявил, говорит: Коля, учти, у тебя будет самая трудная сцена – «Икра в войну». Там ты должен будешь заплакать, стоя перед кинокамерой. И вот я 4 часа бегал по пустому огромному павильону, накачивая эмоции, думая. Я гляжу, там уже приборы все зажгли, оператор уже готов, Андрей ходит за камерой и не подходит. Я понял, что все, пришел мне конец, что сейчас он просто выгонит меня. Я вижу, как Андрей идет прямо ко мне, я весь сжался, он подходит, и как тонкий психолог он начал не ругать, а утешать. Говорит: Коленька, милый ты мой, бедный ты мой, да что ж себя так мучаешь? Да мы сейчас все отменим, да не стесняйся ты так, бедный ты мой мальчик, обнял меня. И я, естественно, заплакал от жалости к себе. Он меня за руку быстро под камеру, и 2 дубля сделали. Я же тебя... Я тебя... Он не умел работать с артистом. Он достигал суть мучительно. Он говорил: понимаешь, вот здесь нужно задуматься о том, вот услышать или увидеть, или вот цветочки, вот эти вот листики или клейки, вот почувствуйте листики. Артист стоит, смотрит, что он говорит, как играть это все. Тарковский добивался нужного ему результата любыми средствами. При этом он не щадил никого, даже своих любимых актеров. Ходили легенды, что на Солоницына фокус не могли поставить, потому что у него глаза даже вот так вот от страха, зрачки просто не останавливались. Он любил очень Тарковского, а тот начинал ему говорить некоторые неприятные вещи специально. И вот он от того, что он не может угодить своему любимому режиссеру, начинал внутри вот нервничать. Только на этом нервном состоянии он снимал Солоницына. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Не люди ведь это, а? Андрей Рублев. Самый тяжелый, мучительный и значимый для Тарковского фильм. Самое главное, что мы сделали вместе. Долгий, длительный процесс был очень запойный. Актеры до сих пор с ужасом вспоминают съемки в фильме «Андрей Рублев». Тарковский приносил в жертву себя, а к актерам был невероятно требователен и даже жесток. Мы делали сцену самую трудную для меня физически, это поиск глины. Не могу, знаю, твердо знаю, не та глина. Ну а какая такая та глина? Я знаю, какая. Холод собачий. Всей группе выдали овчины. А я в робе, это иду под дождем, которые делают бронзбойты. И вот я говорю: где тут надо упасть? Он говорит: вот здесь ты падаешь туда, и там ты кричишь: глина, глина. Вся группа глядит, я героем сейчас буду. Андрей рядом ждет. И я не знал, что это за обрыв, потому что там же не видно, но телом я все прочувствовал. Он был весь из камней, коряк, кустов. Больно, сквозь куст проехался, под дых он мне ударил, в глазах круги. Все болит, а надо играть радость. Глина, нашел! Нашел! Я, значит, все это отыграл, все проклинаю, чувствую уже тут теплая эта кровь. Андрей в общине там ходит, Коля говорит, вот так, говорит, Коля, еще дубль. И так раз 5-6. Но после этого Андрей пришел в избу, которую истопили для меня, и сам мне чуть ли не ноги мыл, и вообще тер там, так сказать, водкой, и был такой нежный, что я понимал, что если он мне в этот миг скажет: Коля, надо еще раз, я бы опять оделся бы, опять бы пошел работать.
Но есть мнение о том, что Андрей Арсеньевич был жесток на площадке. Я так не считаю. Дело в том, что действительно есть самоотдача художника. И некоторые роли не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез. А со стороны это страшно кажется. Вот, например, меня замораживают на металлическом полу. Ведь это же многие люди видят. Значит, это беспощадный режиссер, значит, замораживает актрису, она может умереть. Все не опробировано, как всегда у нас в России. Ну, заморозят, а разморозить неизвестно, что будет. Выпила жидкий кислород. Она сделала это от отчаяния. Он говорит, ты выдержишь вообще без воздуха вот в этой вот маске минуту? Я говорю, да. Я выдержал 1,5, он обрадовался, подошел, говорит, ты моя Снегурочка. Вот в этот момент я могла пострадать, потому что меня еще не разморозили. Это была вот, знаете, маска, которая сцепляла полностью лицо. Если бы я засмеялась, вот это бы все разошлось. Я думаю, что я помогала ему только одним. Беззаветной совершенно верой в режиссера. Вот он мне сказал, там, прыгни куда-то, я бы прыгнула с удовольствием. Полети, я бы полетела. Он обладал сам таким обаянием и такой энергетикой, и такой мощью, что актеры влюблялись в него, и очень многие становились актерами Тарковского. Им вообще было не важно, что играть. Важно, чтобы удовлетворить то, что он хочет, и выполнить его задачу. Потому что они понимали, что потом все равно получится, как у Тарковского. И теперь лишь я вижу интонации, речь, пластика и нервное покусывание. Кстати, и Анатолий это же делает. Все мы играем Андрея Тарковского. А актрисы не просто попадали под магическое влияние режиссера. Они моментально влюблялись в него. Тарковскому приписывали множество романов. Но дело в том, что Андрей был влюбчив, как полагается, нормальному мужчине, да? Он был человек грешный, разный человек, увлекающийся, и пьющий, и, так сказать, и гуляющий, и все, что угодно. Сидели мы, кутили, играл на гитаре, дурака валяли, бродили везде, что-то такое. О кино не разговаривали. Был нормальный человек. Я даже описывал как-то в дневнике один наш день. По 20 лет я записывал, что же мы выпили. Коньяк, и виски, и кьянти, и то, и сё. И после вот этого огромного дня и выпитого я его вез в такси домой. И он у меня был вот здесь, вот, значит, уставший. И я, значит, его я гладил так по голове и думал, Андрей, какой же ты старый. А было Андрею 33 года. Сейчас мы из него памятник делаем. Это был обыкновенный человек со всеми страстями, со всеми, так сказать, вещами, которые свойственны молодым людям. На съемках фильма «Андрей Рублев» Тарковский знакомится со своей новой ассистенткой Ларисой Кизиловой. И окружающие замечают, что режиссер меняется прямо на глазах, попадая под влияние молодой энергичной женщины. И потом те, кто после Рублева пошел рядом по жизни, они начали процесс отваживания Андрея Арсеньевича от всех, кто был ему истинно близок и кто его истинно любил. От нас начали уводить Андрея Тарковского. Он был человек чрезвычайно подверженный влиянию, незащищенный абсолютно. Может быть, это и стало причиной творческих разногласий между двумя создателями фильма – Тарковским и Кончаловским. Мы согласились, потому что я стал считать, что он ошибается в определенных моментах. Это потом интерпретировалось там, его новыми друзьями, как зависть, там, я не знаю, что я завидую ему и прочее. Он стал относиться ко мне немножко более сдержанно, потому что я его ругал, атаковал, говорил, не то снимаешь. Я говорю, сократить надо, длинно. Да и до сих пор я считаю, что Рублев длинно. Этот упрек Тарковский будет слышать после выхода на экран каждого фильма. И только через много лет длинные планы назовут особым почерком гениального художника. Дождь, давай сюда. Да пойдем, не размокнем. А тогда на фильм обрушилась целая волна критики. Режиссера обвиняли в отсутствии патриотизма, в том, что он нарисовал картину мрака, грязи, ущербности и жестокости. Говорили даже, что Тарковский всю Россию в дожде утопил.
Однако Андрей Рублев по сей день остается главным фильмом великого мастера. После этого фильма кардинально меняется и жизнь Тарковского. Он разводится со своей женой, оставляет сына Арсения и женится на Ларисе Кизиловой. Было бы идеально, если бы он продолжал бы жить той жизнью, которой он жил в Ивановом детстве и в Рублеве, когда не поломалась жизнь Андрея Арсеньевича, когда его не увели в другую жизнь. И я видел, как его уводили, как он корчился, как будто бы у него был вид кролика, идущего в пасть удава. Он не хотел, и его все равно вело в эту жизнь новую. И только самые близкие люди знают, как Андрей страдает. Это были его внутренние переживания, когда вот он оставил первую семью. И он понимал, что он, в общем-то, повторяет судьбу отца и своего старшего сына, обрекает на такие же, может быть, страдания, которые пережил он сам. Отец Андрея, известный поэт Арсений Тарковский, оставил семью, когда дети были совсем маленькими. Мать любила его до конца жизни. Она так и не вышла замуж. Тарковский задумал снять картину «Зеркало». Многие считают эту работу самым неоднозначным фильмом режиссера. Это исповедь, в которой Тарковский пытался загладить вину перед оставленным маленьким сыном. Фильм «Зеркало» явился как бы попыткой объяснить нам, что с ним произошло, и объясниться в любви к маме как бы. В роли матери Андрей снял свою маму, Марию Ивановну Вишнякову. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Андрей Арсеньевич снимал самое сокровенное в «Зеркале». И к Марии Ивановне я приставала, и к Арсению Александровичу спрашивала, что между ними на самом деле происходило. В конце концов он так посмотрел на меня зелеными своими глазами и сказал мне: «А по хохотальнику». Понимаете, прям «а по хохотальнику». Он вышел на исповедальность, начиная с «Зеркала». И эта исповедальность, он стал внутрь в себя уходить. Он перестал общаться с внешним миром, он стал общаться с внешним миром через свое нутро. В основу фильма легли воспоминания Тарковского о тяжелых годах, проведенных с мамой и сестрой в эвакуации. Война сыграла, конечно, роковую роль в его жизни, потому что он не смог и учиться музыке из-за войны, не смог учиться и рисованию, потому что заболел туберкулезом в 1947 году. Семья жила крайне бедно. Отец как мог помогал оставленным детям. Как-то он подарил Андрею зимнее пальто. В первый же день в школе его украли. В сильный мороз мальчик вернулся домой раздетый и серьезно заболел. С тех пор он страдал болезнью легких. Ой, а что же ты в темноте сидишь? Погасла? В фильме «Зеркало» Тарковский снял Ларису Кизилову. Держите. Крепче держите, а то вырвется, всю посуду перебьет. У нас была сцена убийства петуха, и с мешком петухов стоял этот вот самый владелец этих петухов. Он один верил, что я не буду рубить им головы, и тихо спрашиваю: правда не будете их рубить? Я говорю: правда, правда. И тут Андрей Арсеньевич выглядывает из-за камеры и говорит: то есть как не будешь? А что с тобой будет? Я говорю: меня стошнит, Андрей Арсеньевич. Он говорит: очень хорошо, снимаем. Ну? Потом сделали «Не убивая петуха», подули на лицо хозяйки перышки. И у меня там лицо, так называемое, опрокинутое по Достоевскому. Совершенно невероятное, конечно, лицо. Я сама, когда это увидела, этот кадр, я говорю: господи, вот так бы играть, так бы сниматься всю жизнь. Тарковский был уверен, что снял свой лучший фильм. Наступил момент сдачи картины. И я слышала своими ушами, что говорили коллеги про «Зеркало». Это было невероятно. Исповедь режиссера стала предметом бесконечных пересудов, жесткой критики и откровенного неприятия. Это невозможно было даже слышать, но я видела Андрея. Он сидел, прямо смотрел перед собой и ни на что, и спокойно, да, сидел вот спокойно, и все это слушал. Ну, как будто вот слушал, но никак не воспринимал. Никто из людей, сознающий свой дар, не терпит унижений, не терпит пальца указующего. Он может страдать и переживать, он может плакать от этого даже.
Но поддаваться этому он не будет никогда. Раз, два, три. Громко и четко. Я могу говорить, давай. Я могу говорить. Да. Алексей, Здравствуй, мам. что у тебя с голосом? Ты не здоров? Да не, ничего страшного. Все-таки слова не могут передать все, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Ты знаешь, как странно. Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Ты знаешь, Лиза умерла. Какая Лиза? Ну, Лиза. Лизавета Павловна, с которой мы в типографии работали. О, Господи. Слушай, мам, что мы все время ссоримся, а? Ну, в конце концов, прости меня, если я виноват. В Эстонии бережно хранят все, что связано с именем Тарковского и съемками фильма «Сталкер». Буквы на трубе старой котельной остались с тех самых пор. А памятная табличка напоминает о том, что в этом месте снимался фильм. Около трубы были построены ворота с колючкой. Это единственная декорация там была. Там Land Rover проскочил через ворота, обстреляли их. Вот здесь лежали железнодорожные пути. Дрезина, сталкер, писатель и ученый оттуда ехали и прямо здесь остановились. Ну вот, мы и дома. Ну вот в этом месте стояла старая машина, сидел мертвый пулеметчик. Господи, они что, так здесь и остались? Люди. Оттуда начиналась уже, собственно, зона. Изначально зона должна была выглядеть иначе. По сценарию это было место, которое посетили пришельцы. Они оставили после себя зону и массу загадок. Натуру планировали снимать в Таджикистане, а фильм задумывался как фантастический приключенческий боевик. Опыт съемки подобного фильма у Тарковского уже был. Станция Солярис, сделайте что-нибудь, кажется, теряет стабилизацию. Я помню, когда он задумал делать «Солярис», когда мы посмотрели Кубрика. Вот мы посмотрели Кубрика, обалдели абсолютно, ничего не поняли, и он сказал, я сниму сейчас научную фантастику. Ему захотелось снять science fiction. Как был ответ Тарковского Кубрику, это был их диалог. Влезай. А ты? А я за тобой. Мне нужно закрыть люк. Все в порядке? Удобно? Да, иди скорее, Крис. Но и в фантастическом фильме «Солярис» Тарковского интересовали совсем другие проблемы. Он сказал о главном. Уйти от собственной совести никуда нельзя. Ни в тот мир, ни в этот мир. Всегда достанет. После просмотра чиновники высказали Тарковскому массу замечаний. Вот некоторые из них.
Показать яснее, как выглядит мир в будущем. Из фильма это совершенно не ясно. Не хватает натурных съемок «Планеты будущего». К какому лагерю принадлежит герой Баниониса? К социалистическому, коммунистическому или капиталистическому? Из 32 замечаний, которые сделаны был Солярису, он не сделал ни одного. Внутри такая свобода была. Я со стороны смотрел на него и думал, что ж, это вы начальник, как ты? Я-то сидел перед начальством, да. А он вот так со мной или там с начальником. Настолько свободный художник. В 1972 году фильм «Солярис» получает гран-при Каннского кинофестиваля. Тарковского все больше признают на Западе и все меньше понимают на родине. Я получил письмо от женщины от имени всех, имейте в виду, от имени всех зрителей. Просим, вы прекрасный актер, мы вас очень любим, но все зрители просят больше в такой халтуре, как «Солярис», халтуре такое слово, такой халтуре, как «Солярис», не снимайтесь. Но я ее не послушал. Но какое мнение было о «Солярисе» от всех зрителей. 1977 год. Тарковский готов к съемкам нового фантастического фильма «Сталкер». Но сильнейшее землетрясение в Таджикистане нарушает все планы. Режиссер начинает поиск новой натуры. Совершенно неожиданно нам сообщают, что Тарковский начинает снимать в Эстонии, ищет места. Вы, ребята, ему помогите, потому что знаете, наверное, какие-то места. И так мы с ними встретились. Ну и, конечно, мы пытались понять, что ему требуется для «Сталкера». Ну и все, что я помню, он говорил, вот это брошенный индустриальный пейзаж, где что-то произошло. Нам туда? Да, только мы здесь не пойдем. Мы пойдем кругом. Это еще зачем? Здесь не ходят. В зоне вообще прямой путь не самый короткий. Чем дальше, тем меньше риска. Фильм снимали все лето. Работа затягивалась. Росла и неудовлетворенность Тарковского. Тарковский вначале не знал, как ему снимать это кино. И вообще для него поначалу это была проходная картина, которую он хотел быстро снять, чтобы потом заняться либо «Гамлетом», либо «Бесами», либо «Идиотом». Не надо! Не трогайте! Да не трогайте же вы! Да вы что, спятили? Страсти на съемочной площадке накалялись. Взрыв произошел, когда жена Тарковского, Лариса, стала всерьез претендовать на главную женскую роль. Были сняты пробы Ларисы Кизиловой и Алисы Фрейндлих. Во время просмотра оператор Георгий Рерберг откровенно спросил Тарковского: «Так кого же будем снимать, актрису или Ларису?» Режиссер, естественно, выбрал Алису. Причем в фильм вошла та самая гениальная первая проба. А мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант, и дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. А Лариса не простила Рербергу его прямоты. Вообще, Лариса Павловна много чего там напортачила. Потому что даже на «Зеркале» Андрей Арсеньевич себя вел по-другому. А на «Сталкере» Лариса как колпак наложила на Андрея Арсеньевича. Лариса Павловна внушала Андрею Арсеньевичу, что ты великий гений, они тебе должны обслуживать. Конфликт между режиссером и оператором нарастал. Его усугубляла тяга Рерберга к спиртному и женщинам. Его звали на площадке «Бомбардир Рерберг», потому что он ударял по бабам. Он, например, брал иногда такси, на 2 дня в Перну ехал и там гульнул как следует. Пришел, глаза красные, похмелье. И вот тогда однажды Андрей Арсеньевич сказал: «Все, Гоша, с тобой покончено». После проявки в лаборатории материал оказался в браке. Все были уверены, что это станет для Тарковского страшным ударом. Он очень рад был. Это было видно. Тарковский за год полностью переделал сценарий и стал снимать совсем другое кино. Это ведь единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. Ведь вы же пришли! Зачем же уничтожаете веру? Все
все герои отличались. Самое крупное изменение произошло, конечно, с героем Сталкера. В первом варианте он был немножко такой, как бандит. В итоге Сталкер оказался совершенно иным персонажем. Он оказался чем-то вроде пророка, юродивого. Успокойся. Не надо. Никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? Актерам приходилось нелегко. Особенно требователен режиссер был к своему другу Александру Кайдановскому. Я представил себе, как его мучили, когда он снимался в «Сталкере». Но усталость и напряжение после съемок Тарковский и Кайдановский тоже снимали вместе. В свободные дни они даже проводили в очень интересных и экзотических местах. Например, однажды их выкинули из милицейской будки. Их заключили на пару суток в пьяном виде. Они в 3 часа ночи начали спорить о категорическом императиве Канта. И мыл Канта, и милиция их выкинула оттуда. Спать не даете. А ну-ка вон. Всякое было. Ходили в баню, отдыхали где-то. Да, но он совершенно другой человек. Он рассказывал анекдоты, веселый, общительный. Ну, когда разговор доходил до кино, то он внешне менялся. Никаких ухмылок, никакого юмора. Все на полном серьезе. Все очень честно. На площадке он был крайне замкнутый, внутрь повернутый. Вот сделали, расставили мизансцену, тогда он вот так, как Арлекин, опускал свою голову. Вот так. Потом дрожок прошел и говорит: о, там надо сдвинуть полметра или то, что... Вот как-то он слушал внутренние голоса. О том, как тщательно Тарковский выстраивал каждый кадр, до сих пор ходят легенды. Мы, во-первых, собирали все разноцветные цветы, убрали, остались только белые цветы. И есть там голубенькие цветочки еще, а желтые, красные цветы, все надо было убирать. Тут недалеко цветник был, а дикобраз его взял и вытоптал, с землей сравнял. Но запах еще долго оставался. Этот человек не пропускал ни одну деталь. Он входил в каждую ноту творчества и требовал это от других. Сейчас мы находимся на реке Ягала. Вот сейчас, как это было во время «Сталкера». Тут очень много снималось. Помните, там ученый сидит, пьет чай, и они выходят. Вот и он. И «Сталкер» удивляется: вы уже здесь? Невероятно, но как вам удалось обогнать нас? Как обогнать нас? Я вернулся сюда за рюкзаком. Вот это все делают вот здесь. Река Ягала. С ней связана легенда о смертоносных испарениях, которыми дышали актеры во время съемок. В то время выше по течению реки находился бумажный комбинат. Вы не чувствуете? Болотом воняет, это я чувствую. Нет, это рекой, тут же река. Я думаю, что вот в то время, когда они там снимали, возможно, еще этот самый бумажный комбинат сбрасывал свои какие-то остатки в эту речку. Это возможно, да. Ну тогда, да, по-моему, тогда это воняло сильно еще. Но я не думаю, чтобы это было настолько для здоровья вредно, потому что там рядом живут люди, рядом. Просто через дорогу. Я думаю, очень много легенд пустили просто потом, уже напридумали. Это очень хорошая природа, было спокойно, хорошо работать. «Сталкер» – последний фильм, снятый Тарковским на родине. В 1980 году картина получает приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля. Я сам превратился в какого-то сталкера. Я начал людей водить в зону, потому что появились из-за границы поклонники именно этого фильма. Первые были финская композиторша и норвежский художник. Потом пошли англичане, французы, кого только тут не было. Вот атмосфера, вы чувствуете, какая приятная.
Тарковский, режиссер с мировым именем, живет крайне бедно. В 1981 году Андрей делает запись в своем дневнике. «Завтра мой день рождения. Лариса обзванивает всех знакомых с тем, чтобы они не приходили, так как празднование отменяется. Сегодня за неуплату отключили электричество». В семье подрастает сын Андрей. Он становится свидетелем частых родительских ссор. У них оба были очень сильный характер, и у мамы, и у отца. И когда два таких сильных характера встречаются, естественно, могут быть столкновения и встречи. Они могли ругаться, они могли ссориться, но тем не менее они очень сильно любили друг друга, и это им именно помогло сохранить их жизнь вместе, и они прожили до самого конца. Лариса по-своему пытается оградить Андрея от лишних волнений и забот. Лариса создала ему тот мир, может, который ему так был нужен. Такой немножко тепличный, парниковый. Защита со всех сторон, чтобы не дуло. А вообще надо, чтобы дуло на артисту. Надо, чтобы поддувало. Иногда это помогает. Прежним друзьям теперь уже нет места в окружении Тарковского. Кликуши вокруг. Все настолько начинают тебя уважать, что протянешь руку, как говорил Андрей, мне говорил, а в руке появляется яблоко, и он его откусывает. Ну, что это такое? И Селянин мне смешно рассказывал, когда он пришел к нему на какой-то обед к Андрею, и там вечеринка была, и Селянин что-то сказал, а Селянин вообще человек малоприятный, он любит гадости говорить. Его выносить долго невозможно. Хочется взять у него палку и ударить его по голове этой палкой. Ну, такой человек. Что-то он сказал, какую-то гадость, и все замолчали. И она смотрит на Андрея, Лариса, все. Андрей посмотрел и сказал, ему можно. Ему можно. Поэтому там, конечно, был культ. В начале 80-х Тарковский едет в Италию по приглашению близкого друга, известного сценариста Танина Гуэры. Вместе они работают над документальным фильмом «Время путешествия». И вот мы приехали в удивительное место, которое называется Банья Виньоне, и увидели горячий курящийся бассейн. И вот там впервые мы начали говорить о ностальгии. «Ностальгия» – так Тарковский решил назвать свой новый фильм. Андрей Тарковский приехал в Банья Виньоне в 1982 году и поселился в нашей гостинице. В местах, где снималась «Ностальгия», сейчас почти ничего не изменилось, а жители помнят, как создавался каждый эпизод. Он хотел использовать это место для съемок фильма. Он начал съемки. И я помню, что сначала он пробовал снимать в бассейне, заполненном водой, а потом без воды. Не вижу дыма. И в «Ностальгии» ему было важно, значит, то, что вот он чувствовал. И вот так шел главный к сцене этой, что я вот, значит, лейтмотив моего творчества. Вот нужно будет такую сцену, Олег, снять. Вот одним кадром, чтобы ты пронес свечу. Как вот я стараюсь там в своем, значит, искусстве это делать, в своих картинах. И, может быть, в жизни я так старался таких компромиссов уже не делать. Это достаточно дерзко, одним планом снять, значит, как человек идет, свеча гаснет, возвращается. Ну, в общем-то, это такая метафора вот, прожитой жизни человека. Андрею нужно было обязательно чувствовать. Вот если его не чувствуешь, то, конечно, встать на крупный план, где, в общем-то, в сценарии нет сюжета. И вот если это почувствуешь, и тогда в этом смысле радостно и счастливо. Вот если это не получается, тогда это мучительно. Вот Олег, вот глаза точные, вот сейчас состояние правильное. А сам он же проверяет, значит, в камеру. Смотрит, и камера поехала от меня.
Уехала туда-сюда, на воду, еще на что-то, Вернулась ко мне. О, Олег, стоп, потерял состояние. Я всегда, во все время пребывания и нашей совместной работы с Андреем, чувствовал его огромную любовь к России. И у меня никогда не возникало даже мысли, да и у Андрея тоже, что он уехал в Италию, чтобы здесь остаться и не возвращаться в Россию. Для всех стало неожиданным известие о том, что после съемок «Ностальгии» Андрей Тарковский принял решение навсегда остаться на Западе. Я думаю, то, что он уехал, это было трагическое вообще событие. Все на моих глазах было. Это произошло после того, как Тарковский узнал, что фильм «Ностальгия» не получил на Каннском кинофестивале главный приз. И тут, значит, его желваки заходили. Я на какую пресс-конференцию не пойду, получать не буду. Лариса, супруга, позвала Андрея. Они отсутствовали минут 20-30. Был какой-то разговор. В чем-то Лариса его убедила. Его оставляли за границей, и его оставили там близкие ему люди. Да и отсюда помогли наши чиновники, не продлили ему визу. Этого было достаточно. А там его накрутили, и он сделал выбор, роковой выбор. Вы видите уникальные кадры пресс-конференции, на которой Тарковский объявляет о своем решении остаться на Западе. Он понимает, что теперь ради свободы творчества он приносит в жертву сына, которого никогда не выпустят из страны. Надо было видеть его лицо. Лицо человека, который совершает смертельный. Я этих кадров просто видеть не могу. Мне так больно на них смотреть. Флоренция, это, наверное, был первый город, единственный, который так сразу откликнулся на его просьбу о работе, и как бы они пригласили его и всячески приютили здесь. И он очень любил Италию. Это, наверное, единственная страна, в которой он чувствовал себя, может быть, не дома, но как дома. На Западе Андрей Тарковский успел снять только один фильм «Жертвоприношение». В 1985 году он едет на съемки в Швецию. Остров Готланд стал каким-то особым островом, как будто опять это, значит, это не Солярис, не Сталкер, но какая-то особая зона, где рождается искусство, где рождаются гениальные мысли. Окей. Потому что здесь будет машина гореть, Свен. Это еще место, где Ингмар Бергман работал, и его актеры играли, его оператор снимал картину. Это, конечно, была очень интересная смесь атмосферы Бергмана, атмосферы Тарковского. Ты знаешь, порой я говорю сам себе, что если каждый день делать какое-то одно и то же дело, как ритуал, то мир изменится. Как я понимаю, это был один из самых дорогих фильмов всей истории шведского кино. Хотя это не «Солярис», хотя это не «Космическая Одиссея». Это довольно простой фильм на острове, маленький дом и зеленые луга. Но именно для Андрея Арсеньевича было важно, чтобы это было точно. Когда мне нужно такой кадр и нужно такое дерево. И если не найдем это дерево, не будем сегодня снимать. То есть это неслыханно было, конечно, в Швеции, потому что, как песни Абба, это «Money, money, money», это все знали, потому что это все-таки западный мир, где нельзя просто сидеть и сказать, мне не нравится погода, и мне не нравится что-то еще, и я не знаю сегодня, что снимать. И, может быть, вообще это надо еще переснимать. Я хочу маленькую группу как комочек такой. Надо иметь такое имя, как у Тарковского, тогда это можно. Attention, please. Всем казалось, что очень трудно работать с ним, потому что он не объясняет актерам, что сделать, и не дает иногда возможность мыслить, а просто скажет тебе, сейчас поворачивай голову, и сейчас садись на стол. Исполнителя главной роли Эрланда Юзефсона так потрясла работа с Андреем Тарковским, что он написал воспоминания о съемках фильма «Жертвоприношение». Сейчас режиссер Илмар Таска ставит спектакль по этим воспоминаниям.
приношения пришлось тоже снимать 2 раза. Сейчас это хрестоматическая сцена. Во время съемок «Горящего дома» внезапно отказала одна из камер. Заново строили опять дом. Вначале, конечно, все сказали, это невозможно, и киноинститут, и даже люди думали, что просто за эти сроки нельзя, это просто был гениальный труд какой-то. И мне казалось, что Андрей Арсеньевич действительно концентрировал все свои силы, земные и неземные, и действительно молил, что этот раз это получается, и получился. Я очень люблю «Жертвоприношение», как последний его фильм и заповедь всем нам. Человек раздавлен тем, что творится сейчас в мире, говорит: я отрекусь от всего, от любимого сына, от дома, который я люблю, от всего, только измени, только вот все грехи на меня поверни. Но это судьба самого Андрея Арсеньевича. Во время съемок фильма «Жертвоприношение» Андрей Тарковский был уже тяжело болен. В декабре 1985 года ему был поставлен диагноз – рак бронхов. И даже никто даже не думал, что он больной, потому что это ощущения никакого такого не было. У него было столько энергии. Даже когда у него уже головушка была перевязана, уже ему делали, но ничто не помогло. Делали облучение. Он все равно, вот держась за эту повязку, просил, там до конца не было домонтировано, и просил показывать ему на мониторе, показывает, и он начинает работать с окончанием жертвоприношений. В это время больше всего Андрея угнетала разлука с сыном. Я был заложником в России до 1986 года, когда меня выпустили. Ну, я думаю, что сказалось также очень сильные факты его болезни, потому что, когда они узнали, что он смертельно болен, они уже подумали, что заложника больше уже не требуется. И мы уже встретились, он уже не вставал с постели в тот момент, и было немножко, конечно, грустная встреча. Я вижу эти съемки в больнице, когда у него абсолютно светлое лицо и детское. Он не думал о смерти. Наоборот, он думал, что он ее победит до самого конца. И он думал, что смерть – это какая-то встряска, именно то, что именно помогло нашей семье воссоединиться, что теперь он может выздоравливать и начинать работать. Улучшение было недолгим. 29 декабря 1986 года в парижской клинике умер Андрей Тарковский. Великий режиссер похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Великий был человек, такого больше нет. Фильм «Жертвоприношение» – это его последний фильм, это его как бы завещание для меня. Например, мы увидели этот фильм во время его похорон, и на нас это произвело потрясающее впечатление, этот фильм. И он мне сам однажды сказал, что именно посмотри внимательно этот фильм, там все, что я хотел тебе сказать. И я думаю, что лучшего напутствия довольно сложно придумать. Не бойся, мой мальчик, смерти нет. Конечно, есть страх смерти, это очень плохой страх. Он часто заставляет людей делать то, что не следует. Но если бы люди вдруг перестали бы бояться смерти, все бы было иначе. В конце образ мальчика, который поливает вот это дерево и которое зацветет, если он будет в это верить, и он передает эту веру другому человеку, вот это то, что он передал всем нам.